Сегодня мы уже можем поспокойнее, не в экстренном режиме, рассмотреть все, что случилось на встрече в Анкоридже и вокруг нее. Что мы узнали сегодня такого, чего не знали вчера вечером? Во-первых, просто из хронологии становится плюс-минус понятно, куда пропали те полчаса, что прошли между разговором Дональда Трампа с Владимиром Путиным и их выходом к прессе. Мы теперь знаем, по данным Fox News, именно в эти полчаса Трамп позвонил Зеленскому. Очевидно, что в данном случае американский президент не мог сообщить украинскому президенту ничего хорошего. Еще до встречи с журналистами было понятно. Все не просто плохо, а совсем плохо. Во-вторых, от последних слов на исторических переговорах до момента, когда Путин сел в самолет, прошло 50 минут, в которые как-то вместилось даже возложение цветов к могилам советских пилотов, погибших во Второй мировой. Получается, те самые полчаса ушли в частности на то, чтобы подготовить кортеж и вылет. Таким образом, теперь уже точно можно сказать. Обе стороны осознали, что встреча не имела смысла и закончилась ничем. Дальше начинается очень необычный сюжет, на который, как это ни странно с учетом обстоятельств, намного больше внимания обратили американские СМИ, а не российские. Прямо сейчас главную страницу тех же Fox News, к которым мы так часто обращаемся по той простой причине, что это важнейший рупор республиканской партии, так вот, главную их страницу возглавляет новость. Первая леди США Мелания Трамп написала письмо Путину. Тут нужно сказать, что жанр «письмо от первой леди США» очень особенный. Все такие случаи в истории можно по пальцам пересчитать. Это настолько редкое явление, что если вы начнете искать аналогичные примеры, то есть персональные письма первой леди для лидеров других стран, вероятно, ничего ярче письма Жаклин Кеннеди Никите Хрущеву не нагуглите. В нынешнем письме Мелания Трамп, ни разу не упоминая Украину, выступает с общегуманистическим посланием. Иносказательно говорит Владимиру Путину, что ему стоило бы перестать убивать детей. Есть ли в этом письме политический посыл – вопрос отдельный. Но тут важно вот что. Никогда американская политика не была столь персонализированной, как стала при Дональде Трампе. А сам Дональд Трамп редко когда упоминает супругу, за исключением контекста российско-украинской войны. Как мы помним, это к Мелании он возвращается после телефонных бесед с Владимиром Путиным и узнает, что в Киеве опять прилеты. Возможно, мы недооцениваем роль жены американского президента. Возможно, ее позиция может влиять на происходящее как минимум не меньше, а может быть и больше, чем то, что мы видим публично. Белый дом тоже не остался в стороне. В его официальных аккаунтах в соцсетях вышел целый ролик, где дважды повторяется, что встреча была очень продуктивной и стороны пришли к согласию по большинству вопросов. Президент Трамп скоро с кем-то созвонится и скажет, что будет дальше. Он благодарит президента России, они вместе собираются остановить убийство тысяч людей, чего президент Путин хочет не меньше президента Трампа. Сам факт существования такого ролика, где под тревожную музыку в стиле боевиков 80-х не происходит вообще ничего, демонстрирует всю степень бессмысленности тех сливов и инсайдов, которые последовали после встречи. Каждое заявление в духе «Трамп и Путин договорились о воздушном перемирии», об обмене территориями, договорились о том, договорились о сём, каждое подобное заявление парируется простым вопросом. Тогда почему Дональд Трамп этими выдающимися достижениями не хвастается? Ведь вариант, при котором Трамп что-то такое знает, но с публикой не делится, крайне маловероятен. Трамп рассказывает абсолютно все, что у него есть рассказать. Журналистика источников, возможно, работала в те далекие и счастливые времена, когда язык политику был дан для того, чтобы уходить от прямых ответов. Но сейчас decision-мейкеры болтают так много, что просто свет туши, и смысла в журналистике источников не остается. Кому нужны инсайды, если самый главный начальник на планете первым бежит к микрофону, чтобы мир узнал его версию событий и его точку зрения? Российская сторона, что характерно, не говорит вообще ничего. Даже скорее так. Если смотреть на произошедшее с точки зрения официальных российских спикеров, то никакой встречи вообще не было. Даже Маргарита Симоньян, готовая бесконечно фиксировать малейшее телодвижение начальника и ловить каждый его вздох, прокомментировала переговоры с Трампом в духе, мол, закончились и слава богу. Если есть в происходящем что-то поразительное, то, пожалуй, что именно вот это. Встречу на Аляске, похоже, не использовали даже для внутренней пропаганды. Как будто не было такой новости вообще, как будто ничего и не случилось. Первая за 10 лет поездка начальника в Соединенные Штаты. А с точки зрения российской пропаганды, которая умеет выискивать глубокие смыслы даже в том, как ловко Путин карандаш ловит, переговоры в США не то событие, вокруг которого нужно строить отдельный нарратив. Но было и было.
На этом месте можно оценить наивность тех, кто стремится делать выводы на основе слухов. В тот самый момент, когда ни главному хвостуну на планете, ни пропаганде, способной из пальца высосать повод для хвастовства, буквально нечего сказать. О каких слухах мы тут, собственно, говорим? На что конкретно не стоит обращать внимание? Вот, например, источник издания Axios сообщает: Трамп хочет организовать встречу на троих с Путиным и Зеленским уже 22 августа, то есть уже в следующую пятницу. Строго говоря, тут никого не удастся обвинить во лжи. Нет ведь никаких свидетельств, что Трамп этого не хочет. Подвох в другом. Желание Трампа – это не событие и даже не новость. Он вполне может что-то хотеть, может не хотеть. Но применительно к ситуации это не имеет значения. Ведь не существует ни единого сигнала, что встреча эта готовится. Что самое эпохальное событие за последние 3,5 года случится или может случиться прямо на следующей неделе. Возможно, все, но об этом не говорит решительно ничего сейчас. Следующая версия, существующая в том же пространстве слухов, что и перспектива встречи в грядущую пятницу, звучит так. Путин готов на прекращение огня, если Украина выведет войска с территории Донецкой и Луганской областей. Якобы, по версии источников New York Times, такую версию Трамп передал европейским лидерам в телефонном разговоре по итогам встречи. А в обмен на выход ВСУ из этих двух областей, Путин, дескать, сулит не только перемирие, но и письменное обещание не нападать на Украину или какую-либо европейскую страну. Если представить, что сказанное основано на фактах, то вообще-то это очень страшное предложение. Не потому, что письменное обещание Путина не затрагивает Запорожскую и Херсонскую области, регионы, вписанные в Российскую Конституцию, а значит, такой документ просто не может быть официально оформлен. Не потому, что не существует такой правовой нормы «письменное обещание», а потому что не вполне понятно, какие такие европейские страны Путин обещает не трогать в обмен на Донецкую и Луганскую области. Кого еще там довеском обсуждали? Ведь если Путин готов подписать письменное обязательство не нападать на Херсонскую и Запорожскую область Украины, а еще на Эстонию, Литву и Латвию, это все звучит не как гарантия мира, а как готовый план действий. Ну их, честно говоря, к лешему такие инсайды о мирных формулах. Пусть лучше все это окажется выдумкой. Ровно в этом заключается проблема инсайдов, которыми нас пытаются накормить. Написанное в них звучит как выдумка, как сильное преувеличение, как выдача желаемого за действительное. Но если задуматься над тем, что имеется в виду за вроде как сказанными словами, то вообще-то, как-то страшновато становится. За каждым поворотом там честное слово не нарушать 20 раз нарушенное честное слово. Теперь расширенное даже на территории, где никаких боевых действий не было, на некие другие европейские страны. Мы находимся в удивительной ситуации, где самый очевидный и обоснованный вывод, что переговоры, на которых предполагалось вроде как войну хотя бы притормозить, закончились вообще ничем. Это вывод самый мирный, ведь в нем не заложено никаких намеков на эскалацию. Потому что если погрузиться в пространство тех версий, которыми нас пытаются накормить, вроде как обещая мир в каком-то виде, то выходит, что мира никакого там нет, зато есть новая война. Плохая новость в том, что и без этих инсайдов есть много опасных сигналов относительно новой войны. Хорошая новость в том, что инсайды эти вообще ни на чем не основаны. А значит, пока на них нельзя строить совсем уж страшные ожидания. Спустя сутки, прочитав все, что было сказано и написано, можно прийти только к одному выводу. Реальное отсутствие результата лучше вымышленного результата, который уж совсем ужасен. До завтра.